У меня потрясающая жизнь. Я не могу поверить, что у меня такая потрясающая жизнь. А когда жопа наступила? Приехала на 3 месяца учить русский язык, осталась на 15 лет. А зачем вам быть лучше? Женщина – это дуплицирующая машина. Что в нее не засунешь, то через 9 месяцев и появится. Как вам не стыдно? И я на весь коридор говорю: Лена, что такое откат? В каком возрасте вы поняли, что вам нужно к врачу? Я себя чувствую говорящей морской свинкой. Я просто каждый день стараюсь не быть говном. Никогда не было легко, и было бы странно ждать, что будет легче. Лихо. Скажи, Гордеевой, скажи, Вы здесь были вообще когда-нибудь? Зимой в снег я здесь не была, и это, конечно, впечатляет. Здесь реально очень круто. Удивительно, что там в 60-е годы можно было построить такое воздушное, такое элегантное здание посреди всего Советского Союза. Почему в России поэт-писатель – это всегда, во-первых, больше, чем поэт-писатель, а во-вторых, это всегда какой-то сверхчеловек, гуру, пророк, и вот тот, от кого ждут формулирования смыслов и какой-то картины будущего? Может, я плохо слежу за ландшафтом, но у меня сейчас вообще нет такого чувства. Есть чувство, что так было в какой-то момент, но не сейчас. Может быть, я чего-то не понимаю. А у вас есть такое ощущение, да? И почему? Как вы это объясняете? Я никак не могу объяснить. Но мне кажется, что вообще в России люди любят наделять каких-то других людей некоторыми качествами, которые позволяют им решать что-то за них или что-то говорить, что потом будет принято просто на веру. Нам нужно выбрать цвет. Хорошо, серенький. Какой серенький? Насыщенный серенький или... А что, можно любой серенький? Тепленький серенький. Тепленький серенький. Хорошо. Все в черном на тепленьком сереньком. Жизнь на жизнерадостно. Жизнерадостно. Какой, по-вашему, не знаю, 5 писателей русской литературы, именно без которых русская литература немыслима? Сегодняшних? Неважно, в целом. Я не справлюсь, я не читаю прозу. В целом. Газданов, Набоков. Думаю, прямо немыслимо думаю. Толстой. Достоевский как автор «Бесов». Сологуб. Вот так. Я очень его люблю. Это первый в мире список без Пушкина. Нет, Пушкин, само собой, тут нечего обсуждать. Но если не называть Пушкина, то вот так. Русская литература состоит особняком. Вам-то виднее. Вы все-таки, более-менее над схваткой. Что в русской литературе такого особенного? Слушайте, я беру Сологуба назад. Лесков. Хорошо, да. Но тут и соглашусь скорее. Да, Лесков. Я очень люблю Сологуба, но немыслимо это Лесков. У многих русскоязычных авторов было сильное чувство ответственности за свою работу. Сильное чувство, что они занимаются не терапевтическим письмом и говорят не с ближним кругом, а говорят с Богом и миром и государями. И это, конечно, имело огромное значение, и это, конечно, очень влияло на литературу. Я совсем не эксперт, я высказываю очень частное мнение здесь, но вот такое ощущение у меня есть. Вы себя чувствуете тем человеком, который совершает нечто большее, чем, как вы говорите, терапия? Нет, я себя чувствую говорящей морской свинкой. Я очень серьезно сейчас отвечаю. Я себя чувствую говорящей морской свинкой примерно. Вы можете не писать? Нет. Тексты требуют быть написанными. Но у меня абсолютно нет чувства миссии. У меня абсолютно нет чувства, что я это делаю для кого-то, кроме себя. И у меня абсолютно нет образа читателя.
я имею дело с текстом, а не с читателем. И в этом смысле мне гораздо легче, чем многим. А зачем вы тогда пишете, если вы считаете, что это не настолько важно? Нет, ну, во-первых, это важно. Но чтобы прям говорить, о, боже мой, я ради этого живу. А я не могу, это пошло так звучит, но я не могу не писать, оно меня разъедает изнутри. Вот с последним романом так было, выедает. Надо написать, Это роман, который называется «Имени такого-то». Имени такого-то. Надо отделаться, надо написать, надо отделаться. Это история про эвакуацию психиатрической больницы. И это опять там выступаете на очень зыбкую, тут запретную тему сочувствия к людям с психическими заболеваниями, которые... Вы поправьте меня, если я не права. Мне кажется, что это в России отдельно очень сложная тема. В России с ее вот этими концлагерями в виде ПНИ и желанием отгородиться от особенно психического нездоровья. Слушайте, знаете, там есть потрясающая история одна. Я же писала это, потому что знала, что так эвакуировали Кащенко. В 1941 году эвакуировали на 2 баржах Кащенко. Я писала про одну баржу, потому что очень много логистики с 2 баржами слишком. Замучаешься их туда-сюда возить. Вот. Но у меня в руках была записка докладная человека, который за эту эвакуацию отвечал. И в этой докладной записке меня совершенно потрясла, и их, видно, тех, кто эвакуировался, потрясла, потому что потом, когда мне попала в руки записка докладная 3 дня назад, 4, человека, который вез 2-ю баржу, там тоже подчеркивался этот факт. У них не было продуктов, им было нечего есть. И их совершенно, видимо, поразило, что они выходили на берег и просили еду. Чтобы было ясно, они просили не на 5 человек, они просили почти на 600, если я ничего не путаю. И им давали еду. Колхозы давали еду, деревни давали еду. Во время войны под Москвой в 1941 году. Потому что нельзя не дать убогим. То есть, с одной стороны, это желание отгородиться, а с другой стороны, всегда этим людям как-то сочувствовали, подавали. Есть целая тема, да, безумия на Руси. Она непростая, она двойственная очень. Если я понимаю все правильно, не так все просто. Это читать очень тяжело. Для писать тоже был тут еще. Ну, вот, соответственно, я себе представляю, что если это читать почти... Странное очень чувство, когда ты, в общем, не хочешь это читать, и хочешь все время как-то... Но тебе нужно прочитать, потому что тебе нужно понять, ну, как дело-то кончится. И ты к ним прикипаешь, несмотря, опять же, на то, что в нашей традиции отгораживаться. Почему вам было важно эту историю дописать? 16 лет я пыталась ее не писать. А вот так? Я ее 16 лет назад узнала, в 2003 году. Я пыталась ее не написать. Всеми силами души. Когда я переболела в июне, внезапно она ударила мне в голову и начала меня выедать. Я так пыталась ее не написать. Я говорила друзьям, что она меня выедает. Они меня убеждали ее не писать, потому что это плохо кончится. Ну, то есть тяжелое очень. Мой психиатр был против. Но я поняла, что с ней дела обстоят как с грязной посудой. Все время, пока ты ее не моешь, ты ее моешь в уме все равно. Что надо просто взять и писать. Я писала ее по 8-9 часов в день. Я не могла остановиться. Но я пришла к концу этого романа в состоянии совершенной вымотанности, какого-то в невменяемом состоянии. И когда я закончила роман, я отправила, тряслась, что НЛО ее не возьмет. И на следующее утро я встаю в 5 часов утра, рабочий день. Надо начинать следующую книжку. Я села такой. Надо было писать статью в теорию моды. И понял, что я не могу. Я не просто устала, я просто не могу ничего. Пришла депрессия? Нет. Я просто чувствовала, что из меня как будто демон выкарабкался.
от меня осталась тряпочка. И этой тряпочки ничего сейчас нельзя получить. И, наверное, недели 2 я не писала вообще, я только мультиком занималась. Почему некоторые глаголы и прилагательные вы употребляете в мужском роде, касающиеся себя? Да, я знаю это за собой, и иногда ловлю себя, и это очень глупо звучит, но я поняла в какой-то момент, что если я не слежу за собой, то я говорю о себе в мужском роде, когда хочу сказать гендерно-нейтральные вещи. Когда я имею в виду «я человек». И говорю в женском роде, когда я имею в виду «я женщина». А это разные вещи, разве? Для меня — да. Когда я хочу сделать высказывание как женщина, я ставлю глаголы в женском роде. Когда я не слежу за собой, когда я хочу сделать высказывание как человек вне гендера, я ставлю глаголы в мужском роде. Вау. У меня много лет ушло на то, чтобы это понять, но я это в какой-то момент поняла. А ощущаете вы себя как? Зависит от того, чем я занимаюсь. Иногда как человек, которому сейчас не важно, какого он гендера. А иногда, безусловно, как 100% женщина. А как это влияет на отношения, которые вы строите с другими людьми? Я, безусловно, женщина во всем, что касается романтических отношений. Это не вопрос совершенно. И никогда ничем другим себя не чувствовала. Но есть люди, в отношениях с которыми мне мой гендер не очень важен. Например, мои подруги, да, с которыми я просто человек. Ну, как-то. А иногда с ними же очень девочка. Не знаю, не могу объяснить. Лихо. Но вы же замужем. Я была замужем много лет, и у меня был совершенно прекрасный муж. Мы разошлись какое-то время назад, но мы очень близкие друзья. И теперь вы замуж не собираетесь? Как пойдет. У меня нет никакого ни да, ни нет. Поживем и видим. А теперь вдохновляющая история про бизнес. В 1910 году норвежский предприниматель Йонас Лид загорелся идеей наладить торговое сообщение между Сибирью и Западной Европой через крупные реки, впадающие в Карское море. Через 2 года он основал в Крестьянии, так тогда называлось Осло, Сибирское акционерное общество пароходства, промышленности и торговли. Летом 1912 года из Норвегии в сторону устья Енисея выдвинулось первое судно «Тула». Однако до места назначения оно так и не добралось. Но Лид не бросил свою идею и через год предпринял новую попытку. Грузовой пароход «Коррект» был гораздо лучше приспособлен к арктическим льдам и достиг цели. После этой поездки норвежец приобрел мировую известность, российское гражданство, должность консула в Красноярске, а также огромные бизнес-возможности на новом торговом пути. Каждый предприниматель, развивая свой бизнес, неизбежно совершает ошибки. Но благодаря специальным банковским сервисам их количество можно сократить. В одном из прошлых выпусков я уже рассказывала вам о точке – банке для предпринимателей. Еще один полезный продукт от точки – бесплатный комплаенс-ассистент. Специальный сервис для предпринимателей, который защищает от блокировок. Работает это так. Эксперт точки анализирует ваш бизнес и его риски, после чего помогает снизить опасность блокировки денег с учетом всех нюансов 115-го федерального закона. А еще комплаенс-ассистент помогает проверить компанию контрагента по черным спискам и выявить фирмы-однодневки до того, как вы отправили деньги. Консультирует, как правильно платить налоги и зарплаты, чтобы у налоговой не возникало вопросов. Всегда находится на связи, если у вас есть счет в точке. Точка – это комплексный и очень удобный сервис для всех предпринимателей. И для только начинающих, и для малого среднего бизнеса с уже существующей командой, зарплатной ведомостью и хозяйственной деятельностью. Переходим по ссылке в описании, открываем счет в точке и развиваем свой бизнес. Вы один из первых публичных людей в России, которые стали говорить о психиатрическом диагнозе, о биполярном расстройстве, о том, что вы ходите к психотерапевту, и о том, что вы принимаете медицинские таблетки. Почему вы стали об этом говорить?
Каждый человек, вырастая, знает, что вообще-то в своей жизни он время от времени будет заболевать и выздоравливать. Ну, с Божьей помощью выздоравливать, да? Что это абсолютно нормально, физически. Но нас совершенно не учат, что и психически с какой-то вероятностью мы будем заболевать и выздоравливать. Что нормальное поведение человека, который чувствует, что он психически, может быть, с ним что-то происходит, например, депрессия, да? А может и не депрессия. Что нормальное поведение, как в любой болезни, это пойти к врачу, полечиться и выздороветь. И как с гриппом или с онкологией, надеяться, что с тобой это больше не случится. Но если случится, ты знаешь, что делать. Нам никто этого не говорит, что мы можем болеть и выздоравливать. Это просто болезнь. Может быть, она хроническая, как диабет. Но тогда тоже ты идешь к врачу и принимаешь лекарства, и ты в порядке. Или не в порядке, у тебя ухудшение, и ты идешь к врачу и корректируешь лекарства. Нам никто этого не говорит. Это такая простая история. И мне кажется, что говорить о ней это как-то тоже очень просто. В каком возрасте вы поняли, что вам нужно к врачу? О том, что мне нужно к врачу, я узнала довольно поздно, лет в 20, годов 22-23. Но нужно мне было к врачу гораздо раньше. У вас биполярное расстройство. Как Да. это проявляется? У меня бывают довольно тяжелые депрессии. У меня бывают короткие маниакальные и чуть более длинные гипоманиакальные фазы. И очень редко бывает так, что я заболеваю всерьез, когда идет речь о периоде в несколько недель, даже не депрессия, а состояние близкого к психозу. Но такое бывает раз в несколько лет, слава богу, это очень тяжело. В основном я скомпенсирована. Это значит, что я чувствую себя так же, как абсолютно любой человек. Все, что отличает меня сейчас уже очень много лет от любого человека, это что мне надо, как любому человеку с хронической болезнью, следить за своим состоянием. Оно может колебаться. Если я чувствую, что оно колеблется, мне надо связываться с врачом, рассказывать ему, что со мной происходит, и немножко корректировать лекарственную схему. Человек, который хотя бы раз в жизни переживал тяжелую депрессию, и потом еще раз, хотя бы один раз ее пережил, и понимает, что это может вернуться, находится, в общем, довольно таком перманентном страхе депрессии, потому что это там тьма. Ну да. Вы боитесь своих депрессий? Да. Я и маниакальных фаз боюсь, потому что есть очень неправильное массовое понимание, что мания — это эйфория. Но мания — это совсем не эйфория, это совсем другое. У кого-то она, может быть, проявляется как эйфория, но не у меня. Да, я, конечно, этих колебаний очень боюсь. Я вот очень тяжело болела в этом июне. Вот, собственно, у меня была прям тяжелая история. Не маниакальная, а как раз психотического рисунка. Я страшно боялась. Я только сейчас начала после нее приходить в себя. В смысле, у меня начал отступать страх, что это может повториться. Я начала понимать, что все в порядке. Да, я, конечно, боюсь этих вещей. Они довольно страшные. Но как с любой болезнью, ты знаешь, что у тебя может быть приступ. Люди, живущие с эпилепсией, знают, что у них может быть приступ. Люди, живущие с диабетом, знают, что у них может быть ухудшение. Ты следишь за этим. Почти в каждом интервью вас спрашивают, а как же вот вы скомпенсировали свое биполярное расстройство, а как же творчество? Да. Но я хотела бы, наверное, по-другому перевернуть этот вопрос. Понимаете ли вы культ психической неуравновешенности, сложившейся в русском литературе XIX-XX века? Моя позиция здесь очень проста. Если для того, чтобы получалась хорошая литература, нужно, чтобы кто-нибудь страдал хоть одну минуту, пусть у нас не будет литературы вообще. Никакое человеческое страдание не стоит ни одной строчки. Все это вообще не должно лежать на одной чаше весов, на весах вообще. Это с одной стороны. С другой стороны, мечтать о творческом безумии может только человек, который никогда не страдал душевными заболеваниями, просто не понимает, что это такое. В какой-то момент я писала для журнала «Теория моды»
статью, которая называется, она лежит у меня на сайте, которая называется «Как интересно он умирает», о эксплуатации модной индустрией образов болезни. Так вот, в моей терминологии, которую я там пытаюсь предложить, недуг отличается от болезни тем, что недуг – это болезнь, от которой оставили только вторичные выгоды. Вторичные выгоды. Вот конкретно очень специфическим образом. Вторичные выгоды – это такой термин, который, как мы знаем, означает те плюсы, которые болезнь дает. У любой ситуации есть какие-то плюсы. Да? Даже если ты в тюрьме, ты не должен ходить на нелюбимую работу. Ну, то есть всегда это ужасно звучит, но у любой болезни есть хоть что-нибудь маленькое, что можно вычленить как кривой, косой, отвратительный, но плюс. Да? Так вот, людям кажется, когда они романтизируют болезнь, что нет ничего, кроме вторичных выгод. Это как взять чахотку, что с ней делали в культуре, взять чахотку и оставить только модную худобу, красивый румянец и возможность элегантно умереть молодым. И выбросить из чахотки кровавый кашель, значит, ночные выпады, диарею и все остальные прелести этого существования. Точно так же люди, которые считают, что существует творческое безумие, делают из болезни вот этот самый недуг в кавычках. Да? Видимо, не очень представляя себе, о чем на самом деле идет речь. Есть еще вторая часть обесценивания, потому что в мире, где у каждого второго депрессия, ты не всегда понимаешь, где настоящая депрессия. Вот у меня в этом смысле есть такое представление, что если человек говорит «я страдаю», он страдает. То есть надо ему верить на слово? Абсолютно. Лучше ошибиться 50 раз в неправильную сторону, чем один раз усомниться в настоящем страдании. Если человек говорит «я страдаю», значит, он страдает. Ну, не будем ли мы вслед за авторами тоже блестящего заголовка книжки «Страдающие средневековье»? Да, они прекрасные. Целая генерация страдающих людей. Разнообразно. Потому что сейчас любого рода страдания возведены в культ. Что в этом ужасного? Сердце не хватит всем сочувствовать, во-первых. Во-вторых, ты можешь пропустить реальное страдание за потоком просто по-модному страдающих людей. Мне кажется, во-первых, что сердца хватит. Все нормально у всех с сердцем. Все хватит, все будет хорошо. А во-вторых, страдания на разного. Мне не нравится мериться страданием. История полна примеров того, как мы мерились страданиями. И это плохо заканчивалось всегда. Вон сколько мы десятилетий, а может и столетий считали буллинг маленьким страданием. И мы теперь знаем, что были неправы. Сколько десятилетий или столетий мы считали депрессию маленьким страданием. Ну, у тебя же нога не отваливается, ты просто... Возьми себя в руки. Несчастный, да, ты просто печален. И мы знаем, что мы были неправы. Это какой-то пугающий меня путь начать делить страдания на маленькое и большое. Я не готов. Я туда по-другому зайду. Сейчас в моде разнообразные ревизии девиантного или просто грубого поведения, или просто принятого поведения 20, а то и 30-40-летней давности. И вот тут как бы еще раз получается страдание, ретравматизация и извинение за то, что было давно, чему свидетелями были не все участники нынешнего конфликта. Что это такое? Что это за феномен? Мне кажется, что какой-то такой символ времени. То есть вы имеете в виду требование извиниться за поступки 20-летней давности? Да, и пересмотреть их в нынешнем ключе. Надо различать приватное и публичное. Есть конфликт двух людей, на мой взгляд. Да, вот кто-то говорит, я человек X. 20 лет назад я пострадал от человека Y. Я бы хотел, чтобы человек Y поговорил со мной по этому поводу, объяснился и принес мне извинения, потому что только сейчас я понял, сколько страданий мне причинила эта ситуация и как мне с ней было все это время тяжело. Это кажется мне абсолютно нормальным. Так действительно бывает. Что кажется мне довольно удивительным, это
ситуации, когда люди с наслаждением причисляют к себя к этому конфликту, люди, не присутствовавшие при нем, не участвовавшие в нем, развлекаются этим конфликтом всячески как могут. Это кажется мне опасной практикой. Опасной не социально. Социально у меня нет мнения. Может быть, общество от этого делается прозрачнее и здоровее. Может быть, это способ проговаривания конфликтных ситуаций и установления новых норм. Я не знаю. И в этом что-то есть, и в том, что это ужасно, что-то есть, и в том, что для большинства людей это способ развлечения, что-то есть. С наслаждением принять чью-нибудь сторону в абсолютно не имеющей ко мне отношения ситуации и начать публично со смаком ее обсуждать, это было бы дурно лично для меня. Как-то дурно для души. Вот это все, что я могу сказать. Как вы относитесь к появившемуся тренду на извинения всех перед всеми? У нас теперь все время извиняются. Страшно всем. Я это понимаю. Какое-то время, когда люди пытаются понять, что можно, что нельзя. И в этой ситуации лучше извиниться, чем быть непонятым. Я это тоже понимаю. Мы в каком-то опасном мире. С другой стороны, я часто думаю о том, что это обесценивает наши извинения. В прекрасной книге Николая Пле «Трудная память», которая сейчас получила просветителя, он говорит замечательную вещь. Япония столько раз извинилась за свои военные преступления, а ее по-прежнему считают не раскаявшейся страной. Не то чтобы извинения, во-первых, решали все проблемы, а во-вторых, чем больше мы это делаем, тем меньше это, видимо, значит, не знаю. Может быть, я не права, но мне кажется, что такое количество извинений как будто бы наперед связано с тем, что до этого несколько лет по нарастающей появлялись эпизоды, связанные с хейтом и травлей. И это не просто слова, а это прям по-настоящему хейт и травля, да, в основном конечно. сетевая, хотя выходящая в том числе и за пределы. Конечно. Вот этот феномен, когда куча безымянных людей, написавших 3 строчки, может сломать человеку жизнь, как оно влияет вообще на общество? Ну вот я говорю, страшно, конечно. Онлайн создал ситуацию, когда единственное, что ограничивает наше поведение, это наш внутренний нравственный закон. Или отсутствие сигнала? Не дожить. Шутки шутками, да, но онлайн создал ситуацию, когда единственное, что ограничивает человека, это его этическое чувство. Все, больше ничего. Над нами не властен, с точки зрения дурных поступков, над нами не властен закон. Мы не отвечаем своим добрым именем. Пожалуйста, создавай анонимный аккаунт и делай все, что тебе Бог на душу положит. Только, если ты верующий человек, то тебя ограничивает вера. Если ты не верующий человек, тебя ограничивает этическое чувство. В 1901 году британец Хьюберт Сесил Бут получил патент на электрический пылесос. Это была огромная махина размером с автомобиль. Его парковали на улице и заводили шланг внутрь дома. Из-за сильного шума, который пылесос производил во время работы, его даже прозвали «фырчащим Билли». А у британской аристократии появился новый вид досуга – vacuum cleaner parties. Леди пили чай и наблюдали за тем, как сотрудники компании Бута чистят ковры в доме.
Сейчас в магазинах огромный выбор пылесосов разных типов. Мне больше всего нравятся беспроводные модели. Поэтому я выбрала легкий и одновременно мощный до 86 тысяч оборотов в минуту Bosch Unlimited 8 Gen 2 с надежным немецким мотором. 3 понятных режима работы. Турбо для наиболее загрязненных пространств, авто для автоматической настройки мощности в зависимости от типа напольного покрытия, эко для повседневной уборки. А еще сюда встроена турбощетка High Power с LED-подсветкой. Она указывает на незаметные загрязнения и поворачивается на 180 градусов, чтобы удалить грязь в труднодоступных местах. Хранить такой пылесос очень удобно. На настенной док-станции Unlimited он заряжается и не занимает много пространства. А в самой док-станции можно хранить аксессуары. Аккумулятора из системы Power for All 18 вольт хватает на длительное время работы. Плюс его можно использовать более чем с 40 другими электроинструментами для дома и сада от Bosch. Например, с дрелью-шуруповертом Advanced Impact, если нужно что-то открутить или прикрутить дома, или с ножовкой Advanced Recip 18, если нужно порезать древесину, резину, гипсокартон или другие материалы. Переходим по ссылке в описании и покупаем на Озон беспроводной пылесос, а также электроинструменты для дома и сада от Bosch с аккумуляторной системой Power for All 18 вольт. Что первое вы про себя помните? Первые мои воспоминания связаны с больницей, и они довольно нелегкие. Я в 4 года, по-моему, в неполных 4 года лежала в больнице с пневмотораксом, но мои родители и бабушка с дедушкой делали все возможное для того, чтобы эта довольно чудовищная больница, в которой я провела, по-моему, полгода, была максимально выносимой. Вплоть до того, что они принесли в отделение телевизор. Ну, то есть все, что только можно было сделать. Телевизор в 1979 году, это в принципе уже... Да, они сделали все, что только было можно, чтобы жизнь была лучше. И вот эту любовь и заботу я, конечно, помню очень сильно. Вам песни пели в больнице колыбельные? В больнице не помню, но вообще мама пела мне колыбельные, и они повлияли на меня невероятно. Я думаю, что они меня сформировали, потому что в качестве колыбельных моя мама пела мне военные песни. «Сердце молчит в снежной тиши, в поиск опасной уходит разведка». Вот это песня, которая изменила мою жизнь. Я думаю, что как ничто вообще другое. Ну, это вообще страшно. Есть такое. Сердце молчит в снежной ночи, в поиск опасный уходит разведка. В детстве вы много времени в больницах проводили? У меня были 2 больших больницы. Одна вот эта в 4 года. Пневмоторакс это легкие. Это легкие, да. Это легкие. И это человек лежит, и он лежит с аппаратом. Я лежала с трубкой в боку. Это было довольно ужасно все. Я хорошо это все помню. И, в общем, это не лучшее воспоминание в моей жизни. А вторая больница была... Сейчас мы знаем, что это было. Тогда не было технических средств, чтобы это выяснить. У меня синдром Эйлерса-Данлоса, есть такое аутоиммунное заболевание, которое среди многого прочего неприятного сопровождается желудочными кровотечениями. Только тогда это невозможно было понять, они такие специфические. И я пролежала полгода, потому что они то начинаются, то прекращаются, их довольно тяжело поймать, эти кровотечения. И мое состояние то обострялось, то улучшалось. И было совершенно непонятно, что со мной происходит. Мне пытались ставить разные диагнозы, ни под что это не попадало, а меня правда пытались
мне правда пытались помочь, да, и правда пытались понять, что происходит. И я тоже пролежала примерно полгода, и это был очень важный жизненный опыт, потому что мне было 10 лет, остальные дети были по большей части старше меня. Это был первый такой сознательный долгий отрыв от дома. Меня научили ругаться матом. У меня там состоялся первый основательный разговор о том, откуда берутся дети. Другая девочка моего же возраста изложила мне прекрасную версию о том, что женщина – это дуплицирующая машина, в другой терминологии, естественно. Что в нее не засунешь, то через 9 месяцев и появится. Но поскольку засовывается в нее обычно часть мужчины, то появляется, соответственно, другой человек. Я, как ребенок уже к этому моменту помешанный на математике, любила точность. И мне было совершенно ясно, что если женщина дублицирующая машина, то в нее наверняка засовывали другие предметы из чистого любопытства. Ну, было бы странно, да, чтобы... И как-то мы не знаем случаев рождения, например, авторучки. Или пишущие машинки. Или пишущие машины, ну, то есть чего-нибудь другого. Вот. И мне было интересно, где-то должно было быть связующее звено. И мы вели долгие разговоры и не смогли прийти ни к какому решению, почему это работает именно так. Короче говоря, это была школа жизни довольно удивительная. Мне пару раз пришлось подраться. Ну, в общем, все было как положено. И у меня есть какое-то количество маленьких рассказов про больницу, потому что это было в высшей степени впечатляюще. Ленор, вы живете с болью и внутренней, я имею в виду душевной, да, потому что вы общаетесь с психотерапевтами, у вас есть диагноз, который вы не скрываете, про биполярное расстройство я говорю. И вы живете с болью физической, потому что вы встаете по утрам, и у вас боль, связанная с другим диагнозом. Да. То есть вы лавируете между этих двух болей. Как это повлияло на характер? А у меня чувство, что все так живут. Ну, то есть не всем, наверное, физически больно, но нет человека... Ну, не всем физически больно все время, у меня хроническая боль. Но мне кажется, что всем не очень хорошо. От этого начинаешь понимать, что со всеми надо осторожно, и всех надо более или менее беречь. Часто люди, которые испытывают физическую боль, становятся агрессивными, и усталость, да, накапливающаяся, срывается на близких, да и на далеких тоже. Вы с этим сталкиваетесь? Нет. Может быть, это благодаря тому количеству таблеток, которые я принимаю. Может быть, мне повезло по какой-то другой причине, каким-то другим способом. Но мне легко в этом смысле. Я не раздражительный человек, мне не приходится сдерживать раздражение. У меня его не очень много. Это потому что сил немного или потому что вы дисциплинированная? Вот я говорю, как-то повезло, я не знаю. Но мне не приходится это проходить как испытание, да, сдерживать раздражение. У меня его просто не очень много. Чему учит боль? Эмпатия, конечно, в первую очередь. Ты просто понимаешь, каково всем остальным. Вы так на меня смотрите, как будто я что-то удивительное говорю. Угу. Почему? Это же очень понятно. Нет. Нет. Это очень частая проблема, например, с онкологическими больными в начальной стадии заболевания, когда ты сердишься на мир за то, что он не болеет, за то, что у него не болит. Нет, я никакого гнева по поводу своей ситуации не испытываю. Есть усталость, конечно. Усталость? Ну, конечно, да. У Вячеслава Иванова огромная часть жизненного опыта связана с тем, как он лежал обездвиженный в больнице. И я знаю еще много других примеров. Я тоже, да. Что это меняет? В тот момент, когда ребенок бежит, здоровый, да, ребенок, который находится в больнице, он, видимо, думает, что бежит. Во-первых, у меня как-то нет такого чувства, что прям больница меня сформировала. Это был важный опыт, но не настолько системообразующий. 10 лет моей жизни прошли в 13 тренировках в неделю. Вот это было... Вы занимались чем? Художественная гимнастика с 4 лет до 11. И это была прям настоящая советская гимнастика. Ну, то есть прям... Жесткая. Мясорубка, да. Это была мясорубка. И потом, после выхода из второй больницы, собственно, мне пришлось уйти в фехтование.
Пришлось, потому что после полугода лёжки в больнице я начала сдавать, я поссорилась со своим тренером, видимо, сделав ошибку. Мне пришлось идти к более слабому тренеру. Из-за того, что я шла к более слабому тренеру, у меня было чувство, что мне надо дотренировываться самостоятельно, что мне не хватает 8 тренировок в неделю. И моя общеобразовательная школа дала мне ключи от спортзала, куда я каждый день приходила к 7 часам вечера тренироваться самостоятельно. И там меня перехватил тренер по фехтованию. И я ему за это страшно благодарна, потому что фехтование – это, конечно, спорт совершенно потрясающий, в отличие от гимнастики, которую надо законодательно запретить, на мой взгляд. Это чудовищный спорт. Это чудовищный, калечащий, страшный спорт, как и многие виды профессионального спорта, но гимнастика в этом смысле, конечно. Гимнастика, фигурное катание, насколько я знаю, страшнее многих. Я думаю, что если был системообразующий опыт моего детства, то это, конечно, спорт и мое помешательство на математике. Вот эти две вещи. Говорит человек, который в итоге стал писателем, поэтом, художником, в общем, кем угодно, но не спортсменом и не математиком. Ну, спортсменом я не стала, потому что начала сдавать здоровье, конечно. А математиком я по образованию программист. Какое-то время этим работала. И мой уход в маркетинг был такой вполне плавный. Я сначала стала сейлом в области IT. То есть я продавала сервера сановские. И из продаж ушла в маркетинг, что тоже очень плавный переход. Короче говоря, мой путь к маркетологу, то есть к профессии, которая меня сейчас кормит и которую я люблю, он был очень естественный, он не был каким-то удивительным. Факультет же компьютерной инженерии, или как-то он так называется? Компьютер-сайенс. Компьютер-сайенс. Но шла я с целью становиться теоретическим математиком, но жизнь сложилась так, что мне надо было оплачивать мою собственную учебу. Это было возможно только программистом, и мне пришлось идти в программирование. Когда я о вас думаю, мне все время кажется, что вы как русалочка, которая вот болью, да, заплатила за что-то. Нет, у меня все всегда очень хорошо, в смысле любви. Мне очень везло всегда с людьми, которых я любила. Нам удается, даже если мы расходимся, нам удается оставаться очень близкими. Вы как-то маркетологически решаете этот вопрос, как Почему? маркетолог кризисный? Нет? Нет. Нет, просто везло всегда на хороших людей. Мне никто никогда не обижал. Хорошие девочки обычно влюбляются в плохих парней. Наверное. Но мне, видимо, не повезло быть хорошей девочкой. Сейчас ваша работа в маркетинге, вы работаете с очень крупными компаниями, я даже не решу сейчас перечислять. От Яндекса до Варгейминга, ну, то есть с большими ребятами в основном. Но я и с маленькими работаю и считаю это очень важным, потому что иначе ты разучиваешься понимать, как бизнес устроен. В чем состоит ваша работа? Что вы им советуете? Я консультант. Это значит, что ко мне приходят компании в одной из двух ситуаций. Или когда что-то делают с нуля, огромный проект, какой-то новый проект, не обязательно огромный, новый проект, и надо поставить его маркетинг с нуля, то есть придумать, как мы будем выдвигать продукт на рынок. Я ужасно упрощаю, но предположим. Или когда есть ситуация стагнации, то есть компания, например, доросла до определенного уровня, и надо что-то переделать. Или в маркетинге что-то буксует, и надо посмотреть свежим взглядом и перестроиться. А когда жопа наступила? Тоже к вам? Ну, прям скажем, да, я стараюсь об этом не говорить, но иногда приходит, когда что-то проседает. Ну, это кризисный менеджмент называется. Это кризисный маркетинг, да, иногда приходит... Не менеджмент, а маркетинг. Да, я занимаюсь не менеджментом, только маркетингом, только тем, что связано с вопросом коммуникации и продвижения продуктов. В том числе вы являетесь человеком, которого покупают грантодатели для того, чтобы СМИ, входящие в CCRP, когда у них тоже плохо, могли к вам обратиться. Да, это такая скрытая часть жизни? Нет, абсолютно открытая. У меня был проект с CCRP, когда у CCRP, и я очень горжусь тем, что они выбрали меня для того, чтобы независимые СМИ могли обращаться ко мне и
я помогала им лучше продвигать свой контент, делать так, чтобы их больше читали. Это было ужасно круто, и мне это ужасно польстило. Какого рода советы вы даете? Ну, я понимаю, что это очень генеральный вопрос, но тем не менее. Значит, это очень большой диапазон от построения маркетинговых стратегий, то есть буквально от ответа на вопрос, кто мы такие для нашего потребителя, до как мы делаем так, чтобы наши продукты лучше замечали, лучше покупали. А иногда это не продукты покупали, а, например, чтобы наши сотрудники, это называется бренд работодателя, чтобы наши сотрудники лучше себя чувствовали в компании или чтобы к нам приходило работать больше людей. Для меня не бывает слишком маленьких задач. То есть я, например, помогаю компаниям набирать людей внутрь маркетинговой команды, и помогаю этим маркетинговым командам потом работать. И если нам надо с СММщиком отполировать пост, то я готова сидеть с СММщиком и писать этот пост вместе. Это абсолютно нормальная часть моей работы. А это важная часть вообще бизнеса? СММ? Да, очень. Потому что мне кажется, сейчас у каждой второй компании есть СММ, и я не очень понимаю, зачем он нужен. Это самая человечная часть компании. Самый прямой способ общаться с живыми людьми. И самый прямой способ не просто рассказывать, кто мы такие, а давать почувствовать, кто мы такие. Если СММ делается человеческим голосом, и в нем пишутся человеческие вещи, то есть шанс, что и к компании будут по-человечески относиться. С чем вы связываете появление огромного количества молодых людей, которые пишут так, как наши дедушки в газете «Правда»? Вот этот СММ, который откуда-то взял, я не понимаю, где нашелся этот стиль. Вы имеете в виду в корпоративных страницах, на корпоративных аккаунтах? Да, но и в соцсетях тоже, и в письмах тоже, и в переписке тоже. Вы имеете в виду как частные лица, не как СММщики Как компании? СММщики. Как СММщики компании. Слушайте, как частные лица мы пишем всегда знакомым людям. И даже когда мы пишем пост на странице, которую читают незнакомые люди, мы мысленно обращаемся к знакомым людям. Ну, то есть мы не можем представить себе, что мы общаемся с незнакомцем. Я читала исследования про это. Невозможно обратиться к незнакомому человеку. Ты всегда воображаешь себе, даже в толпе, знакомые лица. Но когда тебе в руки отдают корпоративный аккаунт, у тебя выключается этот механизм. Ты пишешь в никуда. И в никуда ты всегда пишешь страшным канцелярским языком. И чтобы преодолеть это, когда я это делаю с клиентами, мы реально конструируем какого-то знакомого, воображаемого друга, и все посты начинаем писать для него, и все становится гораздо легче, и людям становится гораздо легче. Потому что иначе пишутся посты в газету «Правда». Но это же вопрос языка. Дети, там люди, которым 20-25 лет, они не могут. Они просто никогда не читали газеты «Правда». Почему Наоборот, это пишут? Язык газеты «Правда». Это не они пишут языком газеты «Правда». Это язык газеты «Правда» был мертвым языком, направленным никому в никуда, потому что авторы газеты «Правда» тоже писали никому в никуда. А как этот язык стал проникать? Он проникает в телевизионные сюжеты. И телевизионные сюжеты уже стали таким довольно страшным языком, особенно на региональном телевидении. Пресс-релизы выглядят просто как сборище любимое кирпичей. Чтение, да. Дело видно в том, что он рождается из неверия в то, что у тебя есть живой читатель, от непредставления себе живого адресата, от того, что ты разговариваешь не с живыми людьми, а с кем-то, в существовании кого ты себе абсолютно не представляешь. Видно, наш язык становится таким в такой ситуации. Мне про вас рассказывали, что вы изобрели какой-то говномер. Это такой маленький внутренний аппаратик, который позволяет измерять уровень говна, на который стоит реагировать публичному человеку, и на который еще не надо. Нет, это механика для клиентов, это механика кризисного менеджмента. Угу. Ну, видите, как люди вас понимают? Сказали говномер. Я запомнила. Отлично, теперь я буду клиентам говорить. Вот говномер. Это буквально техника, которая связана с кризисным маркетингом, которая говорит, как отслеживать то, что у нас происходит, если нам выражают претензии публично,
То, что у нас происходит, уже требует кризисной коммуникации, или пока что нам надо только наблюдать? Там надо просто смотреть, выходит ли уровень негативных комментариев за пределы постов в наших собственных соцсетях. Если он выходит, то это значит, что надо готовить кризисную коммуникацию, скорее всего. Это весь говновер. Ну, все. Давайте разберем кейс Вкусвилла. Все хотят разобрать в кейс Вкусвилла. Да, ну, это понятно. Давайте. Да, А это главное, то, что всем понятно. Когда он только происходил, я не могла на него реагировать по очень странной причине. Меня все спрашивали, в том числе в интервью, скажите что-нибудь про кейс Вкусвилла. Я не могла, потому что я в этот момент работала с их конкурентами X5, делала для них, собственно, вот есть платформа Food.ru, я делала ее коммуникационную стратегию. И мне казалось, что работая с X5, топить конкурентов очень некрасиво. Ну вот сейчас, да, понятно, что все уже закончилось, уже все, куда можно, уехали, все как бы уже даже забылось. Ну да. Как известно, в России новость живет 3 дня. 5 дней, не 5 знаю. дней Да, не знаю. Вкусвилл... Разве что кто-нибудь убил лося. Кто-нибудь убил лося и лишился депутатской неприкосновенности. И мне кажется, что скоро мы придем к тому, что в этом будет виновата вся партия. Да? Она уже, по-моему, виновата вся партия. Вот видите, не смогли партию запретить 90-е. Люди не смогли, а лось смог. Значит, Вкусвилл делает большую рекламную кампанию, частью которой является семья, состоящая из одних только женщин. Что само по себе красиво, но вызывает бурю негативных комментариев в стране, которая скреплена скрепами. А Вкусвилл, это я пересказываю для тех, кто слушает в поезде, и вы поправьте, где я неправильно пересказываю. По-моему, все верно. А Вкусвилл, реагируя на обратную связь, убирает эту историю. Тогда приходят те, кто за прекрасных женщин, и обвиняют Вкусвилл в нетолерантности, трусости и так далее. Вкусвилл извиняется. Правильно, да? Вкусвилл извиняется... Вот тут я не знаю подробностей. Значит, сначала Вкусвилл извиняется за размещение истории и убирает ее. А вот извиняется ли Вкусвилл за то, что он эту историю убрал, по-моему, нет. Он извиняется, если я правильно помню, он извиняется за то, что вообще, так сказать, потревожил людей. Вся история произошла, да, весь сюжет произошел. Да, по-моему, где-то так. Где ошибка? Мне кажется, ошибка в том, что Вкусвилл извинился в первый раз и убрал эту историю. Вкусвилл оказался, кроме того, что это этически отвратительно, на мой взгляд, и это мой личный взгляд, не взгляд маркетолога, а взгляд человека и потребителя, да. Тут уж как бог им судья, да? Мы сейчас только про бизнес. Судья. А вот про бизнес, мне кажется, ошибка, что они извинились в первый раз и оказались людьми без позиции. Но тут я должна сказать важную вещь. Это ситуация, когда я могу оказаться неспособна отделить свое личное мнение от своего профессионального мнения. Потому что я была целевой аудиторией Вкусвилла до этой истории. Я, естественно, имею мнение по поводу этой истории как частное лицо. Да? И у меня есть впечатление, что они должны были сказать: мы поддерживаем ЛГБТ-комьюнити, и все, кто этим недоволен, видимо, этим людям с нами не по пути. А если они не поддерживают? Но они же выпустили этот ролик. А вот тут это интересная штука, потому что мне кажется, что, возможно, они выпустили этот ролик, совершенно не имея в виду поддержать ЛГБТ-комьюнити, а имея в виду порадовать самые широкие слои своей аудитории, в том числе и ЛГБТ-комьюнити, не имея в виду их поддержать. Просто, у нас покупают там либеральные интеллигенты, просто богатые люди на Патриарших, небогатые люди у метро Дмитровская и ЛГБТ-комьюнити. Вот это момент, смотрите, значит, чисто бизнес. Тут есть две темы разговора. Первая тема разговора: я никогда не стою на позиции «клиент всегда прав». Это очень важно. Мне кажется, что клиент может быть не прав, прав может быть бренд, и в этой ситуации, и я прям со своими клиентами это вполне отрабатываю, и в этой ситуации бренд вполне может сказать: вы знаете, огромное спасибо вам за мнение, но нам кажется, что мы готовы и дальше сказать много разного.
поддержать тех людей, которых мы поддержали нашим роликом, продолжить их поддерживать, или увидеть в той рекламе, которую мы выпустили, то хорошее, что она говорит, и продолжить это говорить. Много разного можно сказать, да? Но далеко не всегда, когда тебя ругает кто-нибудь, надо извиниться, сказать: «Ой, мы были неправы». Это очень важный момент. Бренд имеет право на мнение. И то, что какая-то аудитория отсечется, иногда создает тебе в оставшейся части аудитории невероятно лояльное ядро. Это раз. Два. Даже если бренд не собирался прямо яро поддерживать ЛГБТ-комьюнити, это был его шанс так сделать. В конце концов, это был шанс сформировать позицию, даже если она не была сформирована раньше. Иногда так делается, иногда бренд мог сказать что-то, что он не понимал до конца, но вот его заставили это понять, и это могло быть совсем неплохо. В-третьих, в результате они оказались брендом без позиции вообще. Они оказались ни нашим, ни вашим. Они рассердили две аудитории. И, в общем, как мне кажется, не выиграли ничего. Это полностью война, проигранная на двух фронтах. А можете привести пример блестящей пиар-коммуникации? Давайте воды нальем. Была компания такого бренда, который называется «Пелотон». Я его с удовольствием привожу в пример своим клиентам, своим студентам по кризисным коммуникациям. Компания «Пелотон» производит тренажеры довольно дорогие. И у них была очень известная реклама буквально в прошлое Рождество, где муж дарит жене, она была абсолютно невинной, муж дарит жене велотренажер, жена тренируется каждый день, ужасно довольна, всем хорошо. Был страшный скандал. Скандал заключался в том, что были люди, даже не в целевой аудитории Пелотона. Это ужасно интересно, когда скандал устраивает не целевая аудитория, не в целевой аудитории, которые обвинили Пелотон в том, что муж намекает на то, что жене надо худеть. Жена стройная, очень красивая женщина. И что муж дарит жене тренажер, потому что намекают на то, что она не может сама себе его позволить, и что еще что-то. Это поразительная была история. Чувство безумия. У меня было тоже такое чувство. И вместо того, скандал был страшный, травили даже актеров, которые в этой рекламе снялись. Ну, то есть это просто вышло за пределы разумного. И Пелотон вышел с потрясающей коммуникацией. Они вышли с коммуникацией, в которой сказали: вы знаете, наши тренажеры много лет несут людям радость и здоровье. Это все, что мы хотели сказать в своей рекламе. Спасибо всем, кто нас поддержал. Это тот самый случай, когда бренд имеет право не считать себя виноватым, оставаться на своих позициях и сказать ровно то, о чем я говорила, сказать спасибо, ну, то есть вот хорошее, что мы делаем, спасибо всем, кто нас поддерживает. Никогда вы не думали оставить производственную часть своей работы и заниматься исключительно творчеством? Ведь она сжирает время. Она сжирает время, но она меня кормит. И я тогда потеряю свободу. Это звучит странно, потому что, казалось бы, я по 8 часов в день работаю маркетологом. Мне повезло, потому что я люблю свою маркетинговую работу, она захватывающая вполне. И она дает мне огромную свободу в смысле текстовых картинок делать абсолютно все, что угодно. Я могу выходить в маленьких издательствах, никогда не задаваться вопросом, сколько мне заплатят, никогда не задаваться вопросом, как книга продается и будет ли она продаваться. То есть вы сами себе маркетологом не работаете? Я сам себе не способен пост про книжку правильно написать. Я абсолютно выпадаю в этот момент, у меня не работает ничего. То есть вообще ничего. Вчера мы с НЛО записывали для Инстаграма видео про новый роман. Я сидела с каменной мордой, делала все как не надо, я не способна совершенно. Вот, к счастью, я не обязана задаваться этим вопросом. Вообще не знаю. Мое дело написать текст, посмотреть на него и сказать себе: я не могу сделать лучше ни одну... Вот там есть одна фраза, про которую я знаю,
что ее надо было доработать. Я могла найти способ сделать ее лучше. Вот это прям сверлит у меня внутри. Но в остальном я не могла сделать этот текст лучше. На этом мои обязательства к нему кончаются. А премии волнуют? Ужасно лестно. Я испытываю огромное чувство благодарности. Но все время ощущение, что... ужасно странно. Потому что ты-то знаешь, что можно было лучше, конечно. То есть у вас еще такой синдром самозванца? Страшный. Еще бы. Все же... Я же говорящая морская свинка. Ладно, вы уже почти переместились на полку русские классики 21 века. Ну а что делать? Нет. Вы помните Днепропетровск? Да. Вам было 10 лет, когда вы... 14. В 89 году вы уезжаете? Да, вам 14 лет. Мы уехали, да, когда мне было 14. Тогда Днепропетровск должен быть важной частью вашей идентичности. Да, конечно. Огромный промышленный город, говорящий по-украински. Нет, в этом вся фишка была. Днепропетровск был... во-первых, для меня он был... Во-первых, надо помнить, что в 14 лет ты немного понимаешь про город, в котором живешь. Он для тебя схлопывается до небольшого мира, в котором ты существуешь, да, до твоей школы, твоего двора, тех немногих мест, где ты бываешь. Окей, нельзя обобщать. Для меня он схлопывался до того маленького мира, в котором я находилась. Во-вторых, для меня Днепропетровск был не так индустриальный, как интеллигентский город. Скорее, город, в котором было много вузов, это правда, в котором было много еврейской интеллигенции, не только еврейской интеллигенции, вообще город интеллигенции. В-третьих, он для меня, конечно, был русскоязычный. Я была в русскоязычной среде, и надо понимать, что перестройка началась, когда мне было 10. И все рвануло, и это было захватывающе совершенно. И в 10 лет я отлично понимала, что происходит, и мы шутили на уроках английского про то, что редкая птица долетит до середины Днепра, и все это было полно свободы и новизны. И в моем окружении начали появляться люди, которые говорили только на украинском. Например, у меня в классе были 2 детей, которые сказали, что они теперь говорят только на украинском. И мы подхватили это с большим энтузиазмом. Нам это очень нравилось, и мы говорили с ними только на украинском. Это было ужасно круто, потому языком что вы владели? тоже... Или суржик это был? Было бы неправда сказать, что я владела, потому что, мы все владели. Были уроки украинского в школе. Но теперь я понимаю, что это был не язык, это была такая верхушечка его, бытовой украинский. Но... Мы уехали раньше, чем я начала понимать, что такое город, и что такое новая Украина, и что такое вот это вот все. От чего вы уезжали? Я думаю, что моя мама с папой уезжали от страха национализма, который поднимался тогда в Украине и в городе. И я им очень благодарна за то, что они уехали, но не из-за этого. А из-за того, что для меня Израиль — это история про чудо в 2 смыслах. Первое — я не понимаю, почему у меня есть израильское гражданство. То есть оно мне положено. Но за этим словом «положено» стоит чудо. Почему какая-то страна взяла, впустила меня и дала мне гражданство, я до сих пор не понимаю. Я испытываю такую степень благодарности, которую не могу выразить словами. А вторая часть чуда — это что эта страна вообще есть, конечно. Чем больше ты узнаешь об истории Израиля, тем больше тебе кажется, что это немыслимо. Это вызывает... Факт его существования вызывает смесь ужаса и восхищения. Уехав, вы по Днепропетровску не скучали? Я скучала страшно по друзьям, естественно. Скучала по своему тренеру, но не возвращалась, не скучаю. И, видимо, если обстоятельства никакие не заставят, то, видимо, не вернусь. Вы же человек, который собирает эту мозаику, в том числе и прошлого. Только не про себя.
Нет ни одной моей истории в постмедиа. Я знаю. Там несколько тысяч историй, ни одной моей. Кроме того, есть ваше высказывание о том, что вы не тот человек, который оглядывается на свое прошлое, и вам не нравится ваше прошлое. Да. Почему? Я вообще себя не люблю. Сейчас или Не тогда? вижу повода никогда. Не вижу повода любить, не вижу повода копаться в своем прошлом. Не вижу повода на это облизываться. Помните, в головоломке есть момент, когда она бежит по рельсам, и за ней обваливаются рельсы. Она бежит, бежит, и вот если она остановится, она упадет вместе с ними. Это вы такая? Если бы они обваливались, было бы легче. Они там, по ним можно вернуться, просто совершенно незачем. Ничего интересного там нет. Обыкновенная жизнь обыкновенного человека, который в каждый момент можно было прожить лучше. В вашем романе, названию которому я завидую так, как никому ничего никогда не завидовала, «Все способны дышать дыхание». Спасибо. Я мало когда прям вот так сильно переживаю, что я это придумала. Спасибо. Я бы дала вам премию только за название. Ну и роман прекрасный. Спасибо. Там очень интересная штука. Если я правильно понимаю, то основная мысль этого романа заключается в том, что... Мы можем пересказать содержание, да? Что-то случилось, и животные обрели способность говорить. Непонятно, обрели ли они способность чувствовать, но думать они не обрели способность, они просто говорят. И вдруг оказывается, что эмпатия сильно важнее мозгов. Это правильно я поняла? Да, сильно важнее и ужасно утомительная вещь. Но что сопереживать – это ужасно тяжело. Что это раздражающее чувство, что его нельзя выключить, что оно отнимает у тебя силы, что ты бы не хотел сопереживать всему сущему, да. В какой степени это автобиографичная история? Потому что мне кажется как раз, что весь ваш жизненный путь, если так можно выразиться, да, связан с тем, что вы все время куда-то приклеиваетесь, чтобы там посопереживать. Ну, не без того, да. Что-то крутится на языке, какое-то воспоминание. Я, если вспомню, то расскажу. Ну, мне кажется, что эмпатия – это единственное, что позволяет нам пытаться быть лучше. Окей, нельзя говорить нам. У меня нет другого инструмента, чтобы с его помощью пытаться быть лучше, кроме эмпатии. Я не умею это делать при помощи холодного разума, видимо, а умею только при помощи того, чтобы поставить себя на место другого, попытаться построить проекцию и сказать себе, что по видимости он чувствует, и таким образом вызваться помочь, лучше к нему отнестись, лучше себя повести, попытаться быть лучше. Это все, что я умею, видимо. А зачем вам быть лучше? Почему вы не хотите быть собой? Во-первых, собой недостаточно хорошо. Что вы такое про себя знаете, что вы хотите прям все время быть лучше, и так, как сейчас вас не устраивает, так, как было вас не устраивает? Я верующий человек, я же христианка. Так, как есть, нельзя. Никогда. Я много что про себя знаю. Я мало делаю для людей, я ленивый, я равнодушный, я слишком много забочусь о себе и слишком мало о других. Я слишком мало делаю, я слишком много ем. Много всего. В 90-е, когда вы вернулись впервые из Израиля, я рассматривала как раз ваши фотографии, вы были гораздо более как-то хорошо питавшейся дамой. Это связано с психиатрическими препаратами. Да вы что? Я была на старых препаратах, и от них набирали вес. Я и сейчас стараюсь есть очень мало, потому что я на большом пакете препаратов, от которых поправляются. Но тогда я была на препаратах предыдущего поколения, с которыми вообще, конечно, очень тяжело. Сейчас полегче. Это была полнота медикаментозная? Да, конечно. Потому что я думала, что вы потом как-то целенаправленно худели. Я и целенаправленно худела, но самое главное, это что мне, конечно, что появились препараты, с которыми гораздо легче жить.
пост – это история, которая разговаривает с вами голосами. То есть я куда-то залезаю, я сразу оттуда вылезаю. Потому что мы с вами говорили про эмпатию, а я абсолютно в этом смысле привидение. Вот. И они со мной все там разговаривают, как в этом котле, и дергают меня за руку. Я поэтому соцсети не читаю. Потому что это какое-то просто обилие голосов, которые в тебя поселяются и заражают тебя своей жизнью. И это прямо сложное переживание. А с вами не разговаривают, да? Да, смысл пост-пост для меня в том, что я получаю от 100 до 400 историй в неделю, которые можно прочитать и которые со мной разговаривают. Да, они со мной, конечно, разговаривают. И у меня от каждой истории чувство, что по этой истории можно написать рассказ, конечно. Это живая жизнь. Если не роман, конечно, это живая жизнь. И что вы потом с ней сделаете? Ничего. Для кого она существует? Для меня. Мы архивариусы. Почему-то мне вначале казалось, что вы сейчас это все соберете и как коврик сошьете, и это будет роман. Нет. Я просто хочу, чтобы это не исчезало вместе с людьми. Чтобы это было. Никаких амбиций у меня с этим нет. Пусть просто будет. Это как с проектом «Частные лица», который автобиографии поэтов, где я помогаю поэтам писать автобиографии. Все ждали, что это будет ресерч, анализ. Нет, я просто хочу, чтобы они их написали. Я их складываю в кучку и сдаю, складываю в кучку и сдаю. Все, больше ничего не хочу. Ваша жизнь до 14 лет в Днепропетровске. В какой, наверное, учитывая то, что вас назвали Ленор, а в скобках вы Джулия? Да, все не так просто. Да. Все не так просто. То есть это была семья, осознающая свое еврейство и придерживающаяся еврейских традиций. Так? Нет, совершенно нет. Вот. У меня была и есть прекрасная, интеллигентная еврейская семья, крайне далекая от еврейских традиций. У меня была настоящая советская интеллигентная семья, абсолютно советской национальности. Советской национальности. Ой, это прекрасная формулировка. Еврейство мне интересующееся, очень от этого далекое. О том, что такое Рош Шана, Ханука и Песах, я впервые узнала, конечно, уже после приезда в Израиль. Ничего себе. Да, мы были крайне от этого далеки. А о том, что вы еврейка? Надо, что мы уезжали в 89 году. Это все-таки совсем другой мир. О том, что я еврейка, я узнала, когда меня в классе обозвали жидовкой. Я пришла и спросила, что это такое. А насколько был велик антисемитизм в Днепропетровске вашего детства? А мне очень трудно судить, потому что я-то был небольшим существом. Это родителей бы моих спросить. Но, видимо, достаточно, потому что родители мои были вполне в напряжении, если я правильно понимаю. Мне судить очень трудно. Меня, как любого подростка, занимали другие вопросы. Нет, но если вас в школе дразнит жидовка, то это, в принципе, уже говорит о градусе настроений. Слушайте, в уездном украинском городе всегда найдутся дети из семей, в которых старших это волнует. Да, дети в этом возрасте повторяют за взрослыми. Мне было 10 лет, моим одноклассникам тоже было 10 лет. Да, это были фразы и слова, принесенные из дома, безусловно. Кого-то это волновало, кого-то нет. Но сказать про масштаб, вы задали вопрос, велик ли был, я не оценю, я просто не знаю. И я думаю, что тут работает принцип «два еврея, три мнения», потому что кого ни спроси, это будет ответ на вопрос, что было с антисемитизмом в твоем конкретном кругу. И это будет зависеть от круга. В школе вас булили? Нет, мне очень повезло. У меня была компания друзей. Мы хорошо себя чувствовали. Все это было очень тепло и мило. Меня обошло, к счастью. И я вроде не была чудовищем, я надеюсь. Смотрите, это странно. Вы говорите, что у вас гимнастика тяжелая, но потом нормальное фехтование. Класс тоже вроде ничего. Друзья, любящие родители. Но вам не нравится ваше детство. А мне не нравится все. Мне не нравится и месяц назад тоже. Я просто не люблю смотреть назад. Был ли какой-то момент в жизни, когда вы четко понимали, что вы счастливы, и это хорошо бы зафиксировать? Каждый день.
Это трудно объяснить. Я сейчас попробую давайте. объяснить. Да, я поняла. У меня чувство, что я невероятно везучий человек. Невероятно. Что мне Господом дано невообразимо много. У меня потрясающие родители, у меня потрясающие близкие. Я здоров, у меня работает голова. Я могу обеспечивать себе жизнь. Моя собака какает в мастерской не чаще раза в сутки. У меня потрясающая жизнь. Я не могу поверить, что у меня такая потрясающая жизнь. Мое утро начинается с молитвы, и каждый раз у меня не находится никаких слов, кроме благодарности. У меня даже просьбы не находится, потому что любая моя просьба была бы... Это глупо по сравнению со всем, что у меня есть. Это невозможно просто. Это смешно что-нибудь просить при всем, что у меня есть. И мне кажется, что смотреть назад так противно, потому что я все-таки стараюсь каждый день сделать что-нибудь. А вчера этого чего-нибудь еще не было. Вчера получается хуже, чем сегодня. Я поняла. Мы перескочили и пропустили ответ на важный вопрос. Как так вышло, что вы Ленор Джулия? Да, потому что имя мое было Юлия. И имя Ленор мне подкинули еще в 12 лет. И я поняла, что это я. Что это просто я. То есть все, Это как это так произошло? Как подкинули? Да, то есть вот вы живете, вы Юля. Долгая история. Был в моей жизни важный человек, который начал меня так называть. И я поняла, что это я. Все, что это мое имя. То есть было понятно, что это мое имя. И когда мы приехали в Израиль, я его просто взяла. Я просто взяла это имя, внесла его в паспорт и перестала отзываться на все остальное. И самое удивительное было, что выяснилось, что это банальное израильское имя, что оно есть, что оно корень нун рейш, ли — это мне. Очень много израильских имен начинаются на ли. Лимор, Ливнат, Лиран, огромное количество имен. Потому что ли — это мне, мой. В прямом переводе мне. А корень нун рейш — это тот же корень, от которого происходит слово «свеча» и «свет». Есть некоторый поэтический вариант слова «свет». И оказалось, что Ленор — это распространенное израильское имя. И все сошлось. Я сохранила имя Юлия, потому что оно семейное, потому что его дали родители, потому что это важно. Я оказалась двойным именем. А как вас дома называют? Детка. Да, и это важно. Все 90-е в Израиле, начиная как раз с 90-го примерно года, это время суперрасцвета советской алии. А как так получилось действительно, что там все высокие технологии, которые потом приедут в Россию, они зародились в Израиле 90-х? Есть объяснение такое распространенное, что Израиль сделал вот эту гениальную штуку с тем, что принял тогда русскую алию, русскую репатриацию огромную в начале 90-х, и сумел дать этим людям не сразу, кому-то пришлось первое время работать на довольно тяжелых работах. Мой папа, например, занимался уборкой, хотя он врач. Я, между прочим, прежде чем начала работать, сначала преподавателем, потом программистом. Вы преподавателем 16 лет начали работать, да, что тоже довольно важно. Да, мыла подъезды. Но Израиль сумел создать для этих людей условия, рабочие места. И в том числе там было очень много научно-технической интеллигенции, которая таким образом интегрировалась и которая смогла создать вот эту нацию стартапов. Это ужасно круто. Это производит все-таки сильное впечатление.
Это было взаимное, мне кажется, желание. Эти люди готовы были интегрироваться и хотели интегрироваться. Страна готова была их интегрировать и хотела их интегрировать. Но это, конечно, все-таки создает ощущение некоторого чуда. Что случилось? Почему все поехали потом домой? Ну, не все. Но почему какое-то количество людей вернулось домой? Или не домой, или уехала из дома. Я не знаю, как это правильно сформулировать в вашем общем случае. Я по-настоящему не знаю. Мне кажется, что это нельзя обобщать. У каждого была своя причина хотеть ехать. Причем ведь конкретно в Москву. Да. Именно. У меня была своя, и я могу отвечать, видимо, только за свою. А что было триггером того, что вы остались? Москва была лучший город мира. Все было триггером. Все. Книжки выходили здесь, русская речь была здесь, русская культура была здесь, поэзия делалась здесь. Люди, которых я немедленно полюбила, были здесь. Все было здесь. Все было здесь. Жизнь была здесь. Сейчас? Я разрываюсь между Москвой и Тель-Авивом, но дом в Тель-Авиве. Я уехала в 2016 году, когда приняли закон об иностранцах, когда стало ясно, что я не могу здесь легально оставаться. И все. Ментально вы себя кем чувствуете? Я ответила для себя на вопрос о родине. Это я не ухожу от вопроса, а отвечаю на него расширенно. Я ничего не могу поделать с тем, что моя родина СССР. Это понятно уже. Моя вторая родина — Израиль, судя по всему. Россия — родина моего языка. Что эти слова значат, я не знаю, но чувства у меня они вызывают сильные. Вот как-то так. Сны на каком языке снятся? Зависит от того, с кем я разговариваю. Там иногда на английском, иногда на русском. На иврите нет. В Москву я приехала на 3 месяца учить русский язык, осталось на 15 лет. Значит, я была на деловой встрече, это был первый месяц моей жизни в России. Меня попросила выйти покурить, как бы, девушка, которая со мной была на одной стороне переговоров. И тихо сказала, мне передали записку, что мы выиграем тендер, но надо будет дать откат. Мы стоим в коридоре. И я спрашиваю, Лена, надо что? Лена решает, что я не слышу, говорит, откат. Я говорю, что откат? И я на весь коридор говорю, Лена, что такое откат? Я буквально... Это не то, чтобы я не знала механику, я слова русского не знала. Как вы учили русский язык? Знаете, вполне буквально. Во-первых, я начала жить, наконец, в языковой среде впервые в жизни. Это потрясающе. Вполне мне было 25 лет, и я писала на русском, но никогда в поле на русской языковой среде до этого не жила. А во-вторых, я ведь не умела на русском читать. То есть я читала, естественно, только на русском. Ну, в смысле, я читала на русском и уже к этому моменту довольно много на английском. Но я пыталась писать чудовищно плохие стихи в то время. Но ведь я понятия не имела о русской поэзии в этот момент. Я даже не знаю... Интернет-то был махонький, и было в нем примерно ничего. У меня в доме очень много читали, безусловно, но поэзию не очень. И представления моей о поэзии заканчивались шестидесятниками, и я имею в виду официальных шестидесятниками. Они заканчивались примерно Евтушенко и Вознесенским. With all due respect. И я, кстати, у Евтушенко есть вещи, которые я очень люблю, но все, я ничего больше не знала. Я в жизни не держала в руках там издат и самиздат. Ну, то есть это было вполне поразительно все. И когда я приехала, мне невероятно повезло, потому что нашлись люди, которые
первую очередь научили меня читать. Я не писала года 1,5, наверное. Они научили меня читать. Это были в первую очередь Станислав Львовский, Илья Кукулин и еще Дмитрий Кузьмин. Они давали мне книжки, они присылали мне тексты, они водили меня на литературные вечера, они показывали мне, и они разговаривали со мной русским языком. И они правили мои тексты. И они сделали так, что я вообще узнала, что такое русское слово, что такое современный русский текст. Я не знала, кто такие Кривулин, Эйзенберг и Кондлевский. Я просто не знала, что это все существует. Для меня это все не существовало. Вот это изменило мою жизнь по-настоящему. И я им благодарна, конечно. Благодарна — это не то слово, это какой-то другой уровень отношений. При том количестве творческих продуктов тоже нехорошо. Не найдите, что я вас выручу. Смотрите. Мне интересно, как вы выкрутитесь. Как вам не стыдно? Нет. Ну, ладно, при том давайте количестве говорить творческих произведений, проектов. смотрите, произведений, которые вы производите. Нет, тоже плохо. Сейчас, подождите. Но мне кажется, мы поняли друг друга. Ну, что-то я делаю, да. Вы делаете Какие-то много штуки, всего. Вот которые я к чему, делаю, что у да. вас есть картинки, у вас есть рассказы, у вас есть модный проект про историю моды, у вас есть пост-пост про историю нас, плюс у вас есть романы, и плюс у вас есть еще Заяц ПЦ и его многочисленные друзья, которых я не буду перечислять, потому что я запутаюсь. Но в том числе там есть свиная отбивная с горошком. Да. Как вы хотите, чтобы осталось после вас? 2 раза за несколько последних лет я умирал. Я умирала 1 раз от брюшного тифа в Москве. В 21 веке? Да, это было очень круто. Не уверена. Я когда-нибудь напишу рассказ про это. Я заболела брюшным тифом в Москве, и меня не брала ни одна больница, потому что у меня закончилась московская регистрация. Это было потрясающе. Ну, в общем, короче говоря, все хорошо, я выжила, это самое главное. Вот. И я умирала от желудочного кровотечения, связанного с моим заболеванием. Значит, оба раза был момент, когда я просыпалась ночью и понимала, что вот момент, когда мое тело решает, в какую сторону оно сейчас будет двигаться. Ну, то есть я сейчас засну, или проснусь, или не проснусь. Ты этот момент очень знаешь. Ну, ты понимаешь, что сейчас твои усилия закончились. Это не вопрос того, вызвать ли врача или принять ли таблеточку. А вот сейчас происходит тот самый кризис, да, который куда-то сейчас повернется. И это момент, в который я понимала, что по-настоящему важно. То, о чем ты в этот момент думаешь, это то, что по-настоящему важно. Важны были 2 вещи. Первое, о чем ты думаешь, все мои любимые люди знают, что я их люблю. Нет никого, кому я не говорила, что я его люблю, не транслировала, что я его люблю. Нет ничего недоговоренного в этом смысле. Второе, о чем ты думаешь, это есть ли кто-то, кому ты должен извинения. Если кто-то перед кем ты виноват, и перед кем ты не покаялся. Вроде нет. И все, тебя отпускают. Больше ничего не важно вообще. Никакие недописанные книжки, недоделанные дела. Это вообще все не существует. Ничего больше не важно совершенно. Потом просыпаешься очень голодный. Очень кушать хочется. Нормально, вы сейчас так нас снизили. Ну, правда. Все уже люди воспарили. Очень хочется кушать потом. Вот. Но, да, все остальное, видимо, совсем не важно. Вот я хочу, чтобы это осталось, чтобы осталось у моих близких осталась любовь. Если бы работодатель по имени Российская Федерация наняли бы вас сейчас
маркетологом-консультантом на определенный период. Что бы вы посоветовали? Я сейчас сделаю неприличный жест в камеру. Это все примерно, что я хочу сказать. То есть вы думаете, что... В смысле работы с Российской Федерацией. Я никогда не буду работать с государственными проектами. Нет. Вы с Яндексом работаете? Яндекс... есть какая-то грань, да, но работать с Российской Федерацией нет. Почему? Потому что надо будет подавать руку людям, которые мне глубоко отвратительны. Смотрите, тут получается сложная история. С одной стороны, в руководстве страны есть люди, которые вам глубоко отвратительны, а с другой стороны, в стране живут люди, которые глубоко... Не безразличны. Которые вам глубоко не безразличны, и которым вы сочувствуете. И как им помочь, не общаясь с теми, кому не хочется подавать руку? Я понимаю, и это вечный вопрос, который называется «Музей, больницы и вузы». Я ищу другие пути. Я пишу сейчас детскую книжку, которая называется «Про СССР», которая нон-фикшн про то, как был устроен поздний СССР, 70-е, 80-е годы. Я не знаю, как эта черта проходит, но я ее чувствую. Как тот судья американский, который говорил, если мне покажет порнографию, я ее опознаю. Да, если мне покажет правительство Российской Федерации, я его опознаю. Я вдруг сообразила, что для людей, которые родились и какое-то время росли в Советском Союзе, вся история с Крымом, она имеет такую большую, почти мифологическую подоплеку, потому что когда ты родился в империи, ты вообще не очень понимаешь, как все кому принадлежало, и когда оно делится, ты до сих пор не можешь в это поверить, даже будучи человеком очень широких взглядов. Почему это нужно абсолютно? Крым мой. Я что-то ездил в детстве. Какая гадость. Я ездил в детстве. Нет, я так не могу совершенно. А как вы? Я в ужасе от истории с Крымом совершенно, причем в ужасе внутреннем каком-то. Я наоборот, я не могу поверить, что в 21 веке можно пойти войной на смежное государство, отгрызть кусок территории, держать порт кирпичом. Но ваш Днепропетровск, вот вашего детства, он находится в Украине или он находится в Советском Союзе? Вот я пишу эту детскую книжку, которая про СССР, да? Первая фраза в ней: «Куда деваются жители исчезнувшей страны?» Мой Днепропетровск моего детства находится в исчезнувшей стране. Его больше просто нет. Он не существует. А город Днепропетровск для меня находится только в Украине. И у меня как-то очень четко, что это страна, и она отдельная. Я сказала издательнице: вы не обязаны, несмотря на то, что мы договорились про все, вы не обязаны ее издавать, потому что там есть слово «геи» и есть про присоединение Латвии, Литвы и Эстонии насильственным образом. И вообще как-то, она чудовищно неудобоваримая для современной России. И тут она на меня смотрит и говорит: а давайте мы эту детскую книжку издадим 18+, и завернем в целлофан. Я говорю: давайте. За время всей этой истории с войной и аннексией территорий ваши отношения с Украиной менялись? Нет. Я туда езжу время от времени, у меня там есть друзья, но для меня эта страна просто страна как страна. Хотя мне страшно, что там что-нибудь произойдет еще почище с точки зрения отношений с Россией. Я надеюсь, что нет. Но мне так было бы страшно по поводу любой войны, в которой может быть втянута Россия, страна, с которой у меня есть эмоциональные отношения, потому что там есть друзья. Что вы сами читаете? Я не могу читать прозу, к моему огромному сожалению, вообще. То есть так и не смогли? Потому что вы в интервью 20-летней давности рассказываете, что... я не справляюсь, не могу. Я могу читать Газданова, я могу читать Набокова, Лескова. Нет, не могу. Читаю и слушаю очень много нонфикшена и поэзии. И это составляет огромную часть моей жизни. Есть ли что-то, что вас прямо поразило в последнее время? Книжка, которую, предположим, вы мне бы посоветовали прочесть непременно. Да, 2. Ипле «Неудобную историю». Это я уже прочла. Она офигенная, по-моему. Я под огромным впечатлением. И книжку, имя автора, которую я сейчас не восстановлю, которая называется
Israel, a concise history of nation reborn. Я бы перевела ее как «Израиль. Полная история возрожденной нации». Эта книга, написанная об Израиле, об истории Израиля, с большим уважением и совершенно без соплей. То есть автор полностью отдает себе отчет, что Израиль — страна, совершившая множество ошибок и существующая в некотором смысле чудом. Это очень полезная книга, и это очень полезная перспектива. Я в целом отношусь к Израилю с немыслимой благодарностью и со смесью ужаса и восхищения. Может быть, поэтому эта книга мне так понравилась из всех книг по истории Израиля, которые я читала. Она закрепляет именно эту смесь ощущений, конечно. Весной 2021 года, во время одной из самых мощнейших атак на Израиль, где вы были? Я была как раз в Израиле. Что вы пережили? Нормально было, как обычно. Привычка. Но это не как обычно было. Это было сильнейшее за последние, там, не знаю, по-моему, 10 лет атака. Привычка. За родителей очень страшно. Родители в Бершеве — это юг. Им достается гораздо больше, очень страшно. Вы чувствуете, как изменился градус отношения к евреям и к Израилю в мире? Да, к сожалению, да. С чем это связано? Если бы я могла отвечать на такие вопросы. К чему это может привести? Тогда давайте по-другому. Это уже приводит к новой волне иммиграции в Израиль. Это то, что называется французская алия. Французская алия, британская алия потихоньку, да. Это может привести к переосмыслению роли Израиля, к тому, что Израилю будет еще тяжелее выживать. Это уже происходит, потому что новое поколение американцев, молодых американских евреев, если я правильно понимаю, начинает относиться к Израилю все сложнее и сложнее, а их поддержка очень важна. Но с другой стороны, все, что я понимаю об Израиле, никогда не было легко, и было бы странно ждать, что будет легче. Вы боитесь смерти? Я боюсь умирания. Смерти нет, а умирания очень боюсь. Вы верите в то, что после смерти что-то есть? Я надеюсь, что нет. Почему? Устала. Уже очень надеюсь, что со смертью все заканчивается. Вы устали жить или вы устали, что больно? Ну и то, конечно. Но вообще очень не хочется начинать что-нибудь еще. Хочется как-то достойно справиться с этим. И когда Господу будет угодно, чтобы это все уже закончилось, конечно. Поспать и отдохнуть. Если бы вы могли выбрать, кем вы родились, мужчиной или женщиной? У меня нет опыта быть мужчиной, поэтому я бы выбрала то, что мне уже знакомо, быть женщиной. Если бы женщина могла бы стать президентом России, что бы это изменило? Я действительно настолько верю в гендерное равенство, что не верю, что сама гендерная принадлежность человека могла бы что-то изменить. Зависит от того, каким человеком она бы была. Вы бы хотели быть президентом России или Израиля? Нет, не дай бог. Ни того, ни того? Я некомпетентна. Вы хорошо учитесь? Нет, не настолько. Я недостаточно умна, недостаточно компетентна, недостаточно сильна. Нет. Это для других людей. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость? Только милосердие. Свобода или стабильность? Нет, это не хороший выбор. Так не работает. Ну, это примерно выбор, кого ты больше любишь, папу или маму. Вопрос, лишенный смысла. Правда или безопасность? Тоже не два взаимоисключающих предмета, нет. Тоже не вижу дуализма здесь. Почему? Разве вы не знаете такое понятие, как святая ложь? Ложь во благо? Вот я и говорю, не вижу дуализма здесь. Я вполне могу представить себе
мир, в котором отлично сочетаются правда и безопасность. Очень часто из соображений безопасности не говорят правду. Можно выстраивать раз за разом ситуации, в которых ты говоришь правду и обеспечиваешь безопасность одновременно. Тогда сейчас будет еще 2 сложных выбора. Давайте. Россия или Израиль? Если этот выбор когда-нибудь, не дай бог, станет всерьез, то, конечно, Израиль. Стихи или проза? Тоже, если бы этот выбор стоял всерьез, стихи, конечно. Литература или жизнь? Жизнь, литература — это все не важно. Жизнь всегда важнее. А любовь? Жизнь — это и есть любовь.